Привет! После Amazfit GTS, обзор на который недавно был на канале, я призадумался. Это были неплохие часы, но мне в них чего-то не хватало, да и анимация там пока тормозит. Что удивительно, я не нашел среди новинок достойных смарт-часов за вменяемые деньги. И потом мой взгляд упал, можно сказать, уже на старичков – Amazfit Verge. В базовом функционале часы уже неплохие, но оказывается есть способ выжать из них еще больше. И за свои деньги, а они сейчас стоят в районе $120, можно сказать, я почти нашел для себя идеальные смарт-часы. Присаживайтесь поудобнее, сейчас, как обычно, кратко я обо всем расскажу. Для начала немного о том, что из себя Amazfit Verge представляют. В них установлен AMOLED-экран 1,3 дюйма с разрешением 360 на 360 точек. Он не такой яркий и сочный, как в Amazfit GTS, но он хорош. Отдельных пикселей практически не видно, да и претензий к экрану фактически тоже нет. Углы обзора хорошие. Естественно, на ярком солнце становится видно информацию уже хуже. Но зато есть авторегулировка яркости, и работает она вполне адекватно. За что Verge можно гипотетически поругать, так это за их корпус. Он пластиковый, в моем случае синего цвета, есть еще белые и черные, с серым пластиком на внутренней части. Такие типа спортивные часы, они не выглядят как-то солидно или классически. И над внешним видом, конечно, можно было поработать еще, но в целом я их ношу уже больше недели и отторжения не вызывает. Даже наоборот, они мне как-то сразу и понравились. Ремешок у них силиконовый и материал приятный. На кольце ремешка есть стопорный выступ, чтобы ремешок не выскакивал, так что в принципе он мне понравился. Сбоку на корпусе есть одна единственная ярко-оранжевая кнопка. Она служит для разблокировки экрана и возвращения на главный экран. И вот блокировку экрана отключить никак нельзя. Делаешь взмах запястьем и сколько ни свайпа, ничего не работает. Нужно или нажать на кнопку, это стоит по умолчанию, или в настройках выбрать разблокировку по двойному тапу по экрану, что я и сделал. Одно из преимуществ часов – по бокам корпуса есть прорези для динамика и микрофона, и они тут неспроста. С Verge можно отвечать на входящие звонки. Ну а если нужно, можно кому-то и позвонить. Главное, чтобы телефон был в зоне работы Bluetooth, вот это круто. Так как Amazfit Verge позиционируется как спортивные часы, конечно, в них есть GPS. И предустановлено 13 видов тренировки, плюс одна свободная. Точность GPS неплохая, и даже меньше ошибок, чем на Amazfit GTS, но они все равно есть. К примеру, вот этот крюк, которого по факту я не делал. По расстоянию, если Galaxy S10 насчитал 1,92 км, Verge насчитали 2 км ровно, возможно как раз из-за того крюка. Но в целом точность неплохая. Часы защищены по стандарту IP68, так что плавать в них точно не стоит, но дождь им не страшен. Точность датчика сердечного ритма, как и в других Amazfit'ах. Погрешность в 3-4 пункта в спокойном состоянии, то есть допустимо, ну а во время тренировки уже начинает скакать. Но есть и плюс, если нужны точные данные, к Verge можно подключить нагрудный датчик и заниматься спортом без телефона. Ну а еще в часах есть встроенная память 4 ГБ, из которых доступно, правда, только 2, так что туда можно закачать еще и свою музыку. Уведомления на Verge приходят практически сразу, в основном где-то через секунду, звонки уже через секунды 2. Смайлики в стандартном функционале тоже поддерживаются, но выглядят они как-то кастрированно. К тому же поддерживаются не все, вместо некоторых проскальзывают знаки вопроса. И честно говоря, я через день после покупки поставил на них сторонний софт, он называется Maze Mode, и смайлики теперь отображаются нормальными. Чуть позже я расскажу про него отдельно. Отвечать на сообщения в стандартном функционале тоже нельзя, но с Maze Mode можно. Verge, конечно же, поддерживает сменные циферблаты, изначально в них закачано штук 15, и даже есть неплохие. Ну а если хочется разнообразия, то для этого существует приложение Amazfit Watch Faces. Оно бесплатное и там куча циферблатов, но красивых немного. Так как у Verge стоит AMOLED-экран, не поддерживает и Always On Display, но есть он не на всех циферблатах, да и кроме времени на нем ничего и не показывается, так что для меня эта функция бесполезная. Да и аккумулятор нажрет тоже солидно. Для любителей бесконтактной оплаты тут, конечно, NFC есть, но для оплаты в наших реалиях он не подходит. А вот автономность оказалась для меня достаточно удивительной. С включенным Always On Display, конечно же, часы садятся в среднем на 25%, то есть примерно 4 дня использования. Без Always On Display, но с включенным измерением пульса, всеми уведомлениями и часовой тренировкой GPS, Verge садятся примерно на 17% в день. Львиную долю заряда забирает именно GPS. В таком случае автономность получается примерно 5-6 дней.
А без тренировки вообще все круто, примерно 10% в сутки. То есть при идеальных условиях дней 10 из них можно выжить, но скорее всего это будет 7-8 дней. И для часов с AMOLED-экраном и таким функционалом это более чем бодрые цифры. Кстати, сейчас на канале проходит розыгрыш наушников Xiaomi Air 2, ссылку оставлю в описании. Также сейчас каждые 2 недели разыгрываем Mi Band 4. Условия простые. Лайк, подписка и комментарий по теме видео. Примерно 15-30 числа каждого месяца в прямом эфире определяем победителя. Ну а теперь то, про что я и хотел рассказать с самого начала, а именно про расширение функционала. Я на самом деле купил Verge исключительно, чтобы проверить работоспособность расширенных функций. И кстати, если у вас Amazfit Pace или Stratos, на них эта программа тоже подходит. А вот на Verge Lite эта история вряд ли прокатит, так как в них нет встроенной памяти. Итак, возможности программы Amaze Mode. Ну, во-первых, смайлики отображаются нормальным привычным видом, особенно по сравнению с родными смайликами, из которых часть отображается знаками вопроса. Во-вторых, есть возможность изменять размер текста уведомления. У меня хоть со зрением все в порядке, но я все равно поставил текст максимально большим, чтобы было удобнее смотреть его на ходу. В-третьих, одно из самых ценных, можно добавить быстрые ответы и на любое сообщение отвечать ими, выходит достаточно удобно. Ну а если нужно, можно просто поставить T9 клавиатуру, как на кнопочных телефонах, и писать сообщение уже на ней, если телефон далеко. Ну и самая полезная фишка, у нас же все-таки смарт-часы, это возможность установки сторонних приложений. Можно поставить какие-нибудь игры, сторонние клавиатуры, карты, там список приложений большой. Можно, конечно, и веб-браузер поставить, но на таком экране это уже извращенство. Для того, чтобы все это работало, чтобы Amaze Mode загрузить на часы, нужен компьютер, в моем случае ноутбук. Чтобы не засорять эфирное время, подробную инструкцию я выложу по ссылке в описании. Там же укажу все необходимые для этого программы. На все про все хватит минут 20, но если все делать по алгоритму, трудностей не возникнет, там достаточно легко. Но если прям вкратце, скачивайте на компьютер 2 программы: APK Installer для установки программ на часы и Amaze Mode Service Installer для установки сервисных файлов на часы. Подключайте Verge через USB к компьютеру, делайте все по инструкции и все. И если у вас в конечном итоге при свайпе вправо появился вот такой виджет, значит вы все сделали правильно. И в таком исполнении, особенно с такими функциями, ценник за Verge становится вполне себе адекватным. Особенно на фоне TicWatch Pro, которые были у меня недавно на обзоре, дико тормозили и стоили в 2 раза дороже. Та вещь, которой реально не хватает в Verge, вот что прям был вообще шик, это работающий NFC для бесконтактной оплаты. Кому-то может еще не понравится внешний вид, но тут уже кому что. Кому-то ближе красивый Amazfit GTS и базовый функционал, а кто-то хочет выжать из своих денег максимум и на внешний вид относительно пофигу. Если подводить итог, Amazfit Verge сейчас вполне актуальны, ну и будут актуальны, наверное, еще минимум так года 2. Так что при выборе смарт-часов обязательно обратите на них внимание. Если выпуск был полезен, поставь лайк и подпишись на канал, ну и пиши в комментарии, что ты думаешь про Amazfit Verge. А на сегодня все. До встречи в следующих видео, участвуйте в розыгрышах. Пока!